Как убедить других поверить в продукт? В этой серии Як-2022 вы узнаете, что происходит в маркете. Спойлер! Нейросети научились отличать лоферы от Челси. Роботы стали за секунду находить нужный товар на складе, а доставка перестала быть непредсказуемой. Теперь вам будет проще выбирать, покупать и получать заказы. Зачем пользователь приходит на маркет? На маркете можно купить не только электронику. Пользователи знают о том, что у нас можно купить фэшн. Они решают следующим образом. Я нажал на кнопку «Получить 2 товара» и получил 2 курьера вместо 2 товаров. Робот едет метров в секунду и за секунду снимает, наверное, 10 палет. Если растет качество покупательского продукта, то и растут продажи. Продавцы очень любят, когда растут продажи. Наш мощный движок поисковой, он просто голодает от данных. Продукт создает очень много барьеров для того, чтобы это произошло. 20 лет назад Яндекс.Маркет был всего лишь витриной, в которых ты мог выбрать товар подешевле и упорядочить по цене. Я так свой первый компьютер я собирал, покупая детальки от него ровно на Яндекс.Маркете по этому сценарию. И вот теперь он становится тем самым Яндекс.Маркетом, в котором есть, в частности, своя складская инфраструктура, собственная логистика, безумные инвестиции в то, чтобы делать в городах микроточки, дарксторы, из которых потом по ночам сводятся товары, чтобы их разводить по городу. Надо сказать, что это сервис, который идет невероятными прыжками. Когда у тебя одна проблема в процессе использования, ты думаешь, ерунда. Волосок вот на рубашке. Когда их 2, ты думаешь, ну окей, хорошо, 2 волоска, я возьму каталку. А когда их 50, то это производит впечатление того, что ты не поправишь. Даня сказал, что маркет — это дырка в полу, и я благодарен ему, что он не сказал еще грубее. Даже коллеги уже говорят, которые этим не занимаются. Сервисом Яндекс.Маркет стало достаточно сложно пользоваться. 50 тысяч просто ошибок по пути. Распадается на 10 маленьких заказиков, которые тебе независимо привезут. Я в бане в Яндекс.Маркете, разблокировать не удастся. Блин, тяжело обижать. Не, я стесняюсь. Иногда ты не можешь найти, иногда ты попадаешь не туда, иногда товара нет. Иногда ты думаешь, что ты покупаешь товар, на самом деле ты покупаешь связку товар, способ получения и способ оплаты, что приводит тебя в безумие. Окей, хорошо, допустим, ты герой, и ты выбрал, ты просто очень лоялен маркету, и ты пришел оформлять свой заказ. Один Господь Бог может предсказать, какое количество посылок к тебе приедет, когда они приедут, в какой форме, и когда ты приходишь на чекаут, то есть на момент оформления заказа, ты приходишь туда немножечко как на плаху, потому что все, что там произойдет, ты не можешь изменить. Иду в Яндекс.Маркет. У меня на главном экране. Открываю профиль, заказы. Последний товар, который я купил, это бинокль. Вместе с биноклем я заказал дренаж керамзит рецепта дедушки Никиты. Я нажал на кнопку «Получить 2 товара» и получил 2 курьера вместо 2 товаров, что вызвало мой абсолютный гнев. Это не стреляет на том, когда ты хочешь один товар, но когда тебе нужно много, и ты начинаешь массово покупать, начинаются проблемы. Если мои подсчеты верны, с этой проблемой на этапе оформления заказа сталкиваются 1,5 миллиона человек. Какой ужас! И мы видим, что есть пользователи-герои, которым очень надо, они все-таки заказывают. А есть те, кто не герой, а который просто, ушел в никуда. Кто столкнулся с проблемой, когда ему не нравится дата, либо ему не нравится способ, это число порядка 30%. То есть каждый третий. То есть среди нас, если третий уйдет, то у нас ничего не получится. У проекта, который мы делаем, много названий, как у рэперов. Там, дефолтный опыт, a.k.a. MMDA, a.k.a. еще что-нибудь. У него есть разные как-то клички, что ли. Если ты хочешь все товары, которые ты набрал, а ты думаешь только о товарах. Ты больше не думаешь о доставке. И ты хочешь их сегодня. Ты нажал на кнопочку, хоп, и они приедут сегодня. А если ты не хочешь их сегодня, а хочешь их позавтра, но хочешь 0 доставочку, нажал на эту кнопочку, чпок, и они приедут одной посылочкой. Хочешь заказать с доставкой по клику через Яндекс.Лавку, еще там себе докинуть морсик, я люблю морсик, то тогда нажимаешь на кнопочку, все они приедут по клику. А если ты хочешь за 2 часа и твое любимое по клику, неважно, зачем ты это хочешь, ты тоже можешь это сделать. Все решается одним нажатием кнопки в момент оформления заказа. Я могу только поаплодировать команде, которая это сделала. Сняла бы перед вами шляпу, если бы она у меня была. Мы через многое прошли в этом релизе. Может быть, это и можно было бы сделать за полгода. Но у нас было всего 3 месяца для того, чтобы перейти в эту реальность. И параллельно мы, конечно, слушаем, что это дыра. Да, это дыра. И мы ее заштопываем. Если растет покупательский
качество покупательского продукта, то и растут продажи. А продавцы очень любят, когда растут продажи. У меня есть друг в Набережных Челнах, у которого небольшая фабрика по производству мебели, и они продают только на маркетплейсах. И он часто мне звонит, спрашивает, а как побольше получить продаж? Какой-нибудь лайфхак, как-нибудь что-то подкрутить и побольше вытащить трафика, кликов. Они решают следующим образом. Они идут на директ, они заказывают там рекламу, делают эти настройки, у них даже есть специальный, там, выделенный, условно говоря, человек. И мы в какой-то момент подумали, что а почему бы нам не дать всем нашим продавцам возможность пользоваться директом без каких-либо дополнительных настроек, а еще платить за только совершенный заказ? То есть не за клики, не за просмотры, а только оплата по факту. А еще у нас рядом под боком вообще-то самая большая дистрибуционная площадка рекламная в России. Речь идет про рекламную сеть Яндекса, куда входит более 55 тысяч площадок. А это, на минуточку, почти 92 миллиона пользователей Рунета в месяц. И, казалось бы, почему бы не соединить эти две вещи? И мы сделали подобную штуку. Теперь внутри кабинета у всех продавцов есть возможность включить рекламу, и ты автоматически будешь рекламироваться на всех рекламных плоскостях Яндекса, ставить фиксированную ставку, которую ты готов платить, исходя из нее будет рассчитываться охват, и платить только за доставленные заказы. И это, кажется, очень крутой запуск, который случился у нас не так давно. Это ровно то, что помогает магазинам очень быстро, просто и понятно растить собственные продажи внутри площадки. У нас есть некоторые штучки, которые прям клевые. Есть короночки, грубо говоря. Мы имеем систему, которая содержит в себе технологии, позволяющие делать уникальные вещи, которых у других, допустим, даже бы и нет. Вот все эти роботы, которые работают на складах, это гениально. Если вы зайдете на Яндекс.Маркет, вы увидите огромное количество товаров, некая бесконечная витрина с ними. Но все эти товары, объекты физические, их надо где-то хранить. Храним мы их на своих собственных складах. И один из самых крупных и флагманских – это Fulfillment-центр Софьино. На нем ежедневно работает огромное количество народу, который выполняет зачастую рутинные долгие операции. Поэтому создали роботов, которые призваны им помочь. Например, для выполнения таких задач, как транспортировка товаров на складе или же проведение инвентаризации. Где еще могут быть полезны роботы? Представьте, что мы решили открыть склад в чистом поле, чтобы обеспечить сервисом 5 близлежащих районов. Мы можем просто не найти работников склада для выполнения каждодневных задач. Именно тут на помощь приходят наши роботы. Мы перехватим часть рутинных задач, которые легко автоматизируются, и в том числе за счет этого решим проблему масштабируемости складов и сможем открывать их просто в любом месте. Эта конструкция называется роботом-инвентаризатором. Он предназначен, как понятно из названия, для инвентаризации складских помещений. Разрабатывали все с нуля, начиная от проектирования, прототипирования там, первичных механических узлов, электронных схем, и, соответственно, весь софт тоже написан нами. Здесь расположены QR-коды, которые обозначают палет-места. И на самих товарах наклеены везде QR-метки, соответственно, которые обозначают, что хранится в данной палете. Робот едет метр в секунду, там палета 1,20 м, соответственно, в принципе, за секунду снимает одновременно 10 палет. Ну, там какое-то время на обработку и на все остальное, хотя это у нас, в принципе, перформанс в онлайне, то есть, в принципе, меньше, чем секунду на палета места. А человек, ну, в среднем делает это за 2 минуты, пока он там на пиканеске подъедет, пока поднимется, пока найдет нужный там штрих или QR-код, отсканирует его. Следующим шагом, на самом деле, после инвентаризации у нас первичная это транспортировка, соответственно, палет и товаров по складу. То есть там из одного блока другой на пополнение. И вот мы под это дело разрабатываем как раз робота, там, транспортировщика, который сможет перевозить палеты и товары с грузоподъемностью до 800 килограмм. Мы можем попрыгать, на нем можно, ну, что делать, танцевать. Ну, 100 точно выдерживает мою.
великий вопрос, зачем пользователь приходит на маркет. Когда человек приходит за тем, чтобы что-то конкретно купить, у него есть поиск, который работает нормально, этот сценарий отрабатывает. Но если попробовать прийти на маркет, чтобы найти что-нибудь, что тебе нравится, или то, что прикольное, или то, что интересно, и в нем позалипать, сейчас продукт создает очень много барьеров для того, чтобы это произошло. Что есть проблема выбора? Первая проблема – Discovery сценарий. Это именно опыт навигации по каталогу и выбор товаров на основе того, что тебе любопытно и интересно, и чтение про них. Этот опыт сейчас не напоминает чтение Wall Street Journal. Wall Street Journal я бы лучше сравнила с Википедией, когда зашел почитать, что такое дефолтный опыт покупки, а через 10 минут ты уже читаешь про историю создания мини-юбки. То, с чем мы работали и работаем, это сделать так, чтобы любой пользователь, который зашел на маркет, он все-таки узнал, что на маркете можно купить не только электронику. Мы сейчас в процессе трансформации и именно в сторону мультикатегорийности, когда ты можешь купить и линзы, и футболку, и холодильник. Вообще мы видим достаточно большой запрос от клиентов на то, чтобы купить все сразу в одной корзине и на одной платформе. А сейчас на примере категории фэшн вы узнаете, как команда Алины сделала выбор новых товаров проще. Сейчас пользователь не всегда знает, что у нас есть фэшн, например. Запустили категорию в прошлом году. Больше 15 тысяч партнеров у нас сейчас в фэшне. Я делю на 3 группы вообще нашу ассортиментную матрицу. Это товары такие более премиальные, товары Пинка, это Boss, тогда Calvin Klein и так далее. У нас есть масс. Масс — это Зарина, это Love Republic, это Gloria Jeans. Совсем недавно мы запустили проект «Универмаг», в рамках которого мы запускаем концептуальные бренды. Запускались 23 дизайнерами локальными. И, собственно, сейчас сделали мультикатегорийную, мультибрендовую подборку. Уже можно гораздо больше найти там. У нас появился ассортимент в достаточно большом объеме, и он классный, хороший. Но пользователи не знают о том, что у нас можно купить фэшн. В основном они приходят за более частотными товарами в фэшне, наподобие носков, колготок, белья. То есть то, что люди часто покупают. И да, таких данных у нас есть. Выходит, алгоритмы маркета оптимизировали на поисковой выдаче носки и колготки. Не густо. Без данных кашу, то есть хороший поиск, не сваришь. Остальные запросы, более фэшн-специфичные, пользователи не задают. Наш мощный движок поисковой, супертехнологичный, обученный, имеющий массу элементов машинного обучения, он просто голодает от данных, то есть он не может выйти на полную мощность для работы с категорией фэшн. И это приводит к тому, что вы банально можете сравнить себя с конкурентом, открыв 2 сайта, введя запрос и посмотреть, чья выдача вам больше нравится. И нам наша выдача не нравилась, и мы хотели ее сделать лучше. Были расхождения и по типу товара. Например, когда ты вбиваешь туфли, тебе показывают сапоги. То есть там было много нюансов, сезон, демисезон и так далее. Очень много было странных кроссовок, неизвестных, например, брендов, выглядящих очень странно. То есть ты не можешь понять, что здесь реально есть классный товар, и что они существуют. Нам надо было понять вообще, что такое классная, модная поисковая выдача. И вот это неформальное свойство нам нужно было как-то оцифровать, вообще понять, как это измерить. Если мы не можем это измерить и оцифровать, то мы не можем сдвинуться с места. Инженеры, они по-другому решают задачи. Мы привлекли на помощь стилистов, экспертов
который разбирается в моде, в фэшне. Но стилист не может ответить по каждому товару, который есть на марке. Их слишком много, это просто физически невозможно. Друзья, это трэш. Я лежу, потому что я просто не могу встать. Я устала. Я вчера размечала товары до 4 утра. И мне снились эти ужасные товары, немодные. Господи, какой кошмар. Я сломалась. Друзья мои, рубеж 8000 товаров пройден. Я хочу сказать вам спасибо, друзья, что мы наконец-то разметили все эти товары. И я надеюсь, что Екатерина будет служить нам верой и правдой и будет стоять на страже моды, на маркете еще очень-очень много лет. Мы взяли нейронную сеть компьютерного зрения наших коллег. Она обучена на очень большом количестве фотографий. Если простым языком, уметь читать фотографии, понимать, что там, по каким-то свойствам их отличать. Эту нейронку мы взяли, дообучили, то есть она оценивает, насколько конкретно каждый товар является модным. Для того, чтобы это обучить, наши стилисты разметили достаточное количество товаров, модные они или нет. Ее мы даже назвали в честь одной сотрудниц, которая очень много усилий приложила, чтобы мы ее создали. Теперь эта нейронка называется Екатерина. Катя, собственно, она работает у меня в команде. В прошлом модель и стилист. И, в общем, у нее есть достаточно большой бэкграунд в фэшне. Она подхватила собственно, всю эту разметку, в частности, довольно много размечала тоже товаров, оценивала, насколько этот индекс модности вообще работает, не работает и так далее. Вы выдаете какое-то количество примеров, допустим, 5000 примеров выдаете эксперту, он их размечает, дообучаете нейронку, смотрите, где она ошибается. Исходя из этого, набираете следующие, более классные примеры, которые приведут к тому, что она лучше обучится. Отдаете их опять эксперту, и так по кругу, когда уже выборка переваливает за 20 тысяч, то уже начинает получаться результат. Первые версии Екатерины у нас получились, по экспертной оценке на 3, но мы учили ее дальше, и в итоге стала отличницей, 5 из 5, в общем. Кажется, у меня появилась конкурентка. Хорошо, что я знаю, что лучше меня нет. Как мы применили модность в условиях нехватки данных? Есть 2 сценария. В первом сценарии, когда пользователь сам зашел в каталог и зашел в категорию, мы достаточно легко можем отобрать товары, которые наиболее модные, и персонально его отранжировать, тем самым сформировав выдачу. Сценарий 2, он немного сложнее. Здесь есть поисковый запрос, и уже нельзя просто отобрать товары из категории и персонально отранжировать для пользователя с учетом модности. Нам нужно оставить те товары, которые релевантны данному запросу. Для того, чтобы эту задачу решить, мы параметризуем запрос. Что это значит? Вот пример запроса, например, зеленая юбка Села. Мы разбираем его на фильтры, которым необходимо ограничить товары. То есть зеленый – это цвет, соответствующий фильтр выбирается, юбка – это тип, соответствующий фильтр выбирается, Села – это бренд. После того, как мы выбрали фильтры, знаем, в какую категорию пользователя отправить с данными фильтрами, которые ограничивают выборку товаров, мы получаем только те товары, которые релевантны данному запросу. Дальше уже задача сводится к предыдущей – отранжировать товары, которые ограничены, и с учетом модности персонально для пользователя. Благо, наши пользователи вводят запросы, которые достаточно просто в основном параметризуются. Таким образом, мы снижаем объем необходимых данных для поискового движка. Теперь, когда приходите на маркет, и выдача для вас формируется, то Екатерина участвует в этом процессе для того, чтобы получали более модные классные товары на выдачу. Применить ту технологию определения модности, которую мы сделали для фэшна, можно для тех департаментов, где визуальная составляющая выбора товара важна. Там тоже можно разметить товары на те, которые классные, и те, которые не очень. Соответственно, обучить нейронку, чтобы она тоже умела это делать, и пользователю в первую очередь показывать те товары, которые более классные. Например, люстры, они бывают разные. Наверняка среди них есть очень современные, крутые, и нам бы хотелось бы их уметь отличать от остальных. Не просто по тексту описания, а именно еще и по изображению. Соответственно, такая нейронка могла бы решить такую задачу. Маркет будущего – это суперперсонализированный сервис, в котором ты, зайдя в него, сразу же получаешь товары, которые тебе реально подойдут, именно твоего размера, фасона, стиля, который ты любишь носить, те товары, которые ты любишь потреблять каждый день. Если ты любишь молоко безлактозное, то именно сразу его получаешь, а не все подряд. То есть это суперперсонализированный сервис, который тебя очень хорошо понимает, ты тратишь минимум усилий и очень быстро получаешь те товары, которые ты выбрал. Тот, кто победит персонализацию на площадке, победит рынок.
потому что пользователи не могут найти товары. Просто их так становится так много, что пользователь утопает в количестве товара. Любая победа — это базовый гигиенический слой и уникальные конкурентные преимущества. Маркету для того, чтобы именно победить, нужно нагнать свой гигиенический маркетплейсный слой. Речь идет про скорость, про стабильность, про масштаб этой самой логистической инфраструктуры, качество. Необходим достаточный элемент мудрости и веры в то, что вещи, продукты и люди меняются, а они меняются. Сложные задачи встречаются. Иногда кажутся они реально сложными и очень плохо решаемыми. Но если применить немножко креатива и упорства, то все равно результат получится. Мы вообще очень часто говорим про покупки на маркетплейсах, про то, как мы там покупаем, что мы там покупаем. Но вообще-то за всем этим стоят тысячи продавцов, которые делают весь этот мир. Свобода. Мне дают возможность принимать решения, мне дают возможность высказать свою точку зрения. Я могу самостоятельно управлять своей командой. Я внесу корректив. В Яндексе, безусловно, есть жесткость. В том смысле, что довольно часто случаются встречи, на которых кого-то разносят, или кто-то чем-то недоволен, или будет сделано, по-моему, потому что because fuck you. Свобода не значит отсутствие жесткости. И жесткость в Яндексе есть. А вот свобода в рамках этой жесткости, вот о чем, что, пожалуй, я хочу выразить. Свободу действий, свободу высказывания, умение помогать друг другу. Тут я могу быть собой. В Яндексе мне очень нравится атмосфера и задачи, которые передо мной стоят. Они всегда челленджовые. То есть нет простых задач. И когда ты их решаешь, ты понимаешь, что о, круто. Я чувствую, что я прям в true таком стартапе, когда у меня есть свобода, и у меня есть ownership, который для меня важен. Яндекс — это, наверное, про таланты и про компания про людей. Очень много ярких, умных людей в компании, с кем хочется поработать. Надо вдохновение искать не у соседей, у конкурентов или у кого-то еще. Это вдохновение нужно искать в других сферах. Это прям должно быть как часть твоей работы. Ну, я думаю, надо экспериментировать. Всегда пробовать что-то новое. Еще пару лет назад никто даже задуматься не мог, что доставка из лавки продуктов будет делаться за 15 минут. Нужно делать больше экспериментов. Ждать, оно само придумается.